Добрый день, друзья! Вы в гостях на канале «Клоновидная яблоня» Рената Исаева. Сегодня 6 августа 2020 года. Сегодня очень интересное видео, и в нем я вам расскажу о том, как на приусадебном участке построить теплый туалет с освещением. Вот показываю вам этот туалет. Он был построен 2 года назад. Ранее все вот это место занимал огромный сарай, который был сломан 2 года назад, и на месте сарая был построен вот этот туалет и вот этот душ. Сам туалет очень добротный. Из дома к туалету ведет бетонная дорожка. Стало очень удобно. Раньше бетонной дорожки не было. Освещение у нас в туалете осуществляется следующим образом. Вот кабель, он идет из дома. Проходит через душ. В душе у нас света нету. Давайте откроем дверь и посмотрим на освещение в туалете. Вот такое вот у нас освещение в туалете. Он светит очень прекрасно. Ну, не обошлось без фурнитуры, конечно. Ну, давайте теперь зайдем в туалет и посмотрим степень освещения при закрытой двери. Ну вот, как очень светло. Ну, теперь давайте поподробнее остановимся на строительстве данного туалета. При строительстве использовались вот доски. Доски довольно-таки неплохие. С этой стороны листы ОСП. Листы ОСП были пролифлены 3 или 4 раза и нанесена краска. Всего слоев тоже 3 или 4 слоя.
Между деревянной доской и листом ОСП находится пеноплекс. То есть туалет очень теплый. На пол у нас пошли, смотрите, какие доски. Довольно широкие. Это обрезные доски, очень качественные. Вот тоже было нанесено 5 слоев краски, для того, чтобы все было качественно. То есть вот этим доскам 2 года, но видите, как они себя хорошо чувствуют. Как новенькие. То же самое, на пол пошли очень хорошие доски, очень ровные, гладкие. Также 4 или 5 слоев краски. Ну, постарался сделать, чтобы было красиво. То есть сочетание такого светло-синего цвета и красного цвета. Причем красный цвет отличается от цвета краски, который на ОСП. Здесь он более оранжевый, как видите, а здесь ярко-красный. Плинтуса, как видите, были провокированы. Лак немножко сошел за 2 года, потому что жаркое аномальное астраханское солнце делает свое дело. Вот вертушка тоже была покрашена, но она и сейчас держит лак, как видите. Но в любом случае, конечно же, я еще раз пройдусь лаком обязательно. Вот так, конечно, с плинтусами смотрится очень оригинально. Сама дверь достаточно тяжелая, она стала таковой после утепления. То есть вот у нас лист ОСП, также пролифленный и прокрашенный около 3-4 раз. Уже в другой цвет, зеленый. Ну, для того, чтобы было 3 разных цвета, зеленый, красный и синий. Для красоты. Между листом ОСП и деревянной доской у нас расположен пеноплекс. Вот представляете, какая ширина? То есть пеноплекс на всей двери. Это как раз таки и утяжелило дверь. Ну, в зимнее время дверь немножко проседает. Сейчас она свободно ходит. Ход двери просто прекрасный. Никаких проблем нет с открыванием, закрыванием. Ну, давайте взглянем на крышу. Крыша сделана очень добротно. Ну, как вы видите, уклон крыши небольшой вниз, для того, чтобы в случае дождя вода стекала вниз. Пеноплекс закреплен на брусах, которые находятся по периметру туалета. Ну, конечно же, стоит упомянуть о глубине ямы. В силу ряда обстоятельств, конечно же, я не могу показать вам глубину ямы, но скажу вам, что она около 2 метров. Очень глубокая. Но самое главное, на дне находится щебень, то есть сделано по всем канонам строительного мастерства. А далее идет с самого дна кирпичная кладка. Кирпичная кладка у нас идет до поверхности земли. Вот.
То есть наша конструкция покоится на кирпичной подушке, которая очень массивная. И я думаю, что в течение лет 30-40 туалету ничего не будет. И он так и будет стоять на этом месте. Итак, обзор утепленного туалета с освещением на приусадебном участке подошел к концу. Хотелось бы в конце остановиться на некоторых особенностях при строительстве такого утепленного туалета. Ну, во-первых, никогда не экономьте на глубине выгребной ямы. Она должна быть не меньше 2 метров. Если вы хотите, чтобы туалет простоял долгое время и не собираетесь переносить его с места на место через каждый год, то, конечно же, делайте основание кирпичную кладку. Туалет, стоящий на земле, и туалет, стоящий на кирпичной подушке – это совершенно 2 разные вещи. Если вы добротно сделаете туалет на кирпичной подушке, вам незачем будет переживать за него в течение 20, 30, а то и 40 лет, это точно. Отдельно бы хотел бы остановиться на освещении туалета и на его утеплении. Раньше наш туалет был без освещения, и скажу вам честно, это доставляет большие неудобства. То же самое касается и утепления. Если есть такая возможность, всегда делайте туалет с утеплением. Наверняка вам будет интересно узнать бюджет данного туалета. Но в основном деньги ушли на доски, на плинтус, на краску, на листы ОСП, на крышу. Ну, практически и все. Бюджет данного туалета составил около 5000. На этом заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.